Всем добрый день, это компания Wintel, меня зовут Руслан. В этом видео мы поговорим про конструктор раскладок ВКС сервера Wintel. Конструктор раскладки позволяет создавать уникальные раскладки под самые разные сценарии конференции с заданными ролями участников. Стоит отметить, что конструктор раскладок не поставляется из коробки и лицензируется отдельно. Зайдя в конструктор, мы увидим шаблоны раскладок. Здесь собраны 8 вариантов заготовок, которые можно изменять, если, например, вы не хотите создавать раскладку с нуля. Чуть ниже созданные раскладки — это те раскладки, которые вы создаете и сохраняете. Настройка раскладки — это ваш чистый холст, на котором вы и создаете вашу уникальную раскладку. А также элементы управления, где можно изменить количество позиций раскладки, изменить номер слоя, очистить раскладку от позиций, а также сохранить вновь созданную раскладку. Итак, давайте попробуем создать какую-нибудь раскладку. Прежде всего уточню, что максимально раскладка может быть трехслойная. Добавляется слой через плюс. Раз, два. Всего слоев может быть 3. Также удалить слой можно, нажав на крестик. В элементах управления можно выбрать размер сетки от 1 до 12. И кликая правой кнопкой в ячейку, можно установить панель. Раз, два и 3. Очень удобно то, что, поставив один раз панель, вы можете зажать левую кнопку мыши и переместить ее в любое удобное место. Если вы опустите курсор мыши вниз и вправо, курсор превратится в стрелку, и вы сможете растянуть вашу панель так, как вам удобно. Либо же сжать. Все позиции нумеруются по порядку, и участники, которые подключаются к конференции, будут подключаться к этим панелям также по порядку, в котором они подключались к конференции. То есть, если участник пришел в конференцию, где уже есть двое других участников, то он займет третью позицию. Это условие справедливо, если в настройках конференции в раскладке у вас стоит автовыбор. После того, как вы установили несколько панелей, можно поменять им номер. Для этого кликните левой кнопкой мыши по панели. А также изменить автовыбор на одну из предложенных ролей. Например, для первого мы можем поставить лектора. Он окрасится бирюзовым цветом. Для второго мы можем поставить предыдущего лектора. Он окрасится оранжевым. Для третьего можно установить пустой экран. Тогда он будет темно-серым цветом. И для четвертого поставим прокрутку, он же скролл. Он окрасится голубым. Обо всех этих ролях панелей мы уже подробно разговаривали в одном из наших прошлых видео, ссылка будет вверху экрана. Как я уже сказал чуть ранее, слоев на раскладке может быть 3, поэтому вы можете создавать различные комбинации под ваши сценарии. Например, на первом слое можно поставить панель побольше, например, вот такую. На втором слое на этой же панели можно поставить панель поменьше, такую. А на третьем слое можно выбрать сетку помельче и поставить еще помельче. Вот так. Например, можно на первом слое здесь поставить лектора, самого главного, кто сейчас говорит. На втором слое в панели поменьше поставить предыдущего лектора. А сюда, например, скролл. Конечно, именно такую раскладку мало кто будет использовать, но зато так можно наглядно увидеть все возможности конструктора раскладок сервера Wintel. Чтобы сохранить раскладку, нажмите «Сохранить как новую». Созданная вами раскладка появится вот здесь, в созданных, и ее сразу же можно будет использовать. Например, зайдя в какую-нибудь конференцию, в раскладку, промотав чуть ниже, в собственные раскладки. Небольшое примечание: для того, чтобы у вас работали все роли, которые вы назначили панелям при создании раскладки, важно, чтобы вот здесь у вас стоял автовыбор, то есть чтобы расположение участников не было определено модератором конференции.